Седьмой студийный альбом группы «Америка» был выпущен в феврале 1977 года под названием «Harbor» – «Гавань». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Это был последний альбом группы с участием Дэна Пика, который вскоре после выпуска альбома начал свою сольную христианскую карьеру. Альбом «Harbor» также был спродюсирован Джорджем Мартином и стал последним результатом сотрудничества группы «Америка» с известным продюсером. Также это последний альбом, название которого начиналось с буквы H. Далее последует длительный 17-летний перерыв в действии этой традиции. Для контраста ощущений группа решила записать свой очередной альбом на Гавайях, куда они отправились в конце 1976 года. Работа над альбомом проходила в пляжном домике на острове Кауаи. Подобные манипуляции не слишком помогли группе, и нововыпущенный альбом продолжил тенденцию к снижению продаж альбомов группы. Он стал их первым альбомом, который не получил ни платинового, ни золотого статуса. И ни один из трех выпущенных с альбома синглов не попал в чарты. Ради справедливости надо отметить, что в то время, в конце 70-х годов, была смена музыкальной моды, росло влияние диска. Тем не менее, альбом смог достичь 21 места в чарте альбомов Billboard, и это стало прямым результатом совместной работы группы с продюсером Джорджем Мартином. Было очевидно, что даже неудачный альбом все-таки был выпущен первоклассной группой. Заметно использование редких, как для поп-рока, духовых инструментов, песни непродолжительные и лаконичные. Основные темы песен – это потери, потрясения в отношениях, изоляция, а некоторые песни явно перебарщивают с темной концепцией. Дизайн оформления обложки умиротворяюще спокойный. В комплект альбома входит двусторонний постер, на котором с одной стороны мы видим фото группы во время выступления на переполненном стадионе Анахайма 3 июля 1976 года. Хорошее фото парней на сцене на переднем плане, а на заднем плане переполненный стадион, показывающий, насколько эта группа была популярной в те годы. С другой стороны постера набор фотографий членов группы и их коллег, включая Дэвида Дики и Виллиса Ли Кокса, Джорджа Мартина и других. Фото, скорее всего, были сделаны на Гавайях. В качестве синглов с альбома были выпущены три песни: God of the Sun, Don't Cry Baby и Slow Down. Хотя они и не были удачными, две песни God of the Sun, She's Gone получили свою радиотрансляцию на FM-станциях. Песня Беркли God of the Sun открывает первую сторону альбома. Ее можно назвать традиционной для трио Америка, хотя и исполненную под влиянием творчества группы Beatles, что, конечно же, было привнесено легендарным продюсером группы Джорджем Мартином. Песня содержит отличные гармонии и запоминающийся припев. Эта песня была выпущена с альбома как сингл. В следующей песне Дэна Пика Slow Down уже ощущается влияние музыкальной моды того времени, а именно диско-ритма, бэк-вокал, аккомпанемент саксофона – все это в традициях стиля диско. Для меня, как выросшего в период доминирования стиля диско, эта песня звучит отлично. Партию саксофона на этом альбоме снова исполнил Джимми Каллер. Продолжает альбом красивая баллада Don't Cry Baby, также написанная Дэном Пиком. Она вполне заслуженно была выбрана для выпуска в качестве сингла, хотя это ей не помогло попасть в чарты. Тем не менее, здесь мы слышим красивое органичное музыкальное оформление, приятный вокал и запоминающийся припев. Дэн Пик как-то рассказывал: «Я не считаю себя великим автором песен. Я действительно очень много работаю над этим, но я думаю, что с возрастом и со временем это стало легче. Когда мы были в Америке, нам приходилось писать 4 отличные песни каждый год. Сейчас это не кажется большим количеством. Я знаю людей, которые могут написать 4 песни за час. Но для нас это было давление от осознания того, что это должны были быть не просто песни. Это должны были быть отличные песни, чтобы попасть в альбом, или быть настолько хорошими, чтобы стать синглом. Так что на нас на всех лежало огромное давление. Я помню, как Джерри подошел ко мне и сказал: «У меня засуха». А Дьюи сказал: «Ничего не могу написать». На нас было очень большое давление, чтобы мы создавали материал. Но нас было трое,
И это было довольно хорошо, потому что тогда другой человек мог взять на себя это бремя. Следующий трек Chase Gun был написан Бекли в более поп-роковом стиле, напоминающем исполнение Beatles. Этот трек не зря крутился в то время на радиостанциях FM. Песня Баннелла «Politica Purchase» «Политические браконьеры» звучит в стиле фирменного звучания трио с добавлением соло на электрическом ситаре. Партии на ситаре исполнил американский гитарист Ларри Карлтон. Карлтон впоследствии выиграл 4 премии Грэмми за свои 4 инструментальных альбома и сотрудничал с известнейшими исполнителями, такими как группа 4Play, с Дэвидом Кэссиди, Джоном Ленноном, группой Hughes Corporation, с Генри Манчини, Лео Сейером, Барбарой Стрейзанд, с группой Steely Dan и многими другими всемирно известными исполнителями. Завершает первую сторону альбома грустная и красивая баллада Сэра с текстом на классическую тему о конце любви и расставании. Песня имеет отличное оркестровое оформление. Вторая сторона альбома начинается с меланхоличной песни Бекли Sergeant Darkness. И снова богатое разнообразное оркестровое сопровождение, хорошее соло на электрогитаре, приятная мелодия и хороший вокал. Вторая песня этой стороны альбома Are You There с несколько необычной для группы вокальной партией, дополненной традиционным рок-аккомпанементом электрогитары. Далее следует песня Дэн Пика This Brown Eyes, исполненная в легко узнаваемом традиционном стиле группы Америка. Ничего выделяющегося, но с хорошим инструментальным оформлением. Еще одна песня Бекли под названием «Монстр». Это самая короткая песня на альбоме и одна из самых печальных. Ее группа исполнила в своем фирменном стиле. Оптимистичная и ритмичная песня Пика «Hurricane» «Ураган» напоминает творчество любимых у трио групп Beach Boys и Beatles. Закрывает альбом оптимистичная песня Баннелла «Down to the Water». Ничего особенного, но звучит привычно приятном стиле группы, с хорошими вокальными и инструментальными партиями. Дэн Пик как-то рассказывал: Дьюи хороший автор песен, у него были свои моменты, и с годами он превратился в очень хорошего гитариста. Когда мы только начинали, он даже не умел играть, он знал 3 аккорда. И, к счастью, это были аккорды, которые все обернулись вокруг мажорных септаккордов первого альбома. Но он быстро учился и несколько раз просил меня показать ему, как играть соло. И я это сделал, и он быстро понял. И он действительно играл классные гитарные вещи. Для большего понимания этого альбома, я думаю, его нужно прослушать не один раз. Хотя это не лучший альбом Трио Америка, я думаю, что он заслуживает вашего внимания. В декабре 1977 года фолк-рок группа Америка выпустила свой первый официальный концертный альбом. Он назывался просто Live. К сожалению, данного альбома в моей коллекции винила нет. Запись, звучащая на альбоме, была сделана в июле 1977 года в Greek Theatre в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Это была первая запись, на которой группа Америка была представлена как дуэт, так как Дэн Пик покинул группу за 2 месяца до этого, чтобы заняться сольной карьерой. Концертный альбом был спродюсирован также Джорджем Мартином. Над дизайном обложки альбома снова работал Фил Хартман. В коммерческом плане альбом не был удачным и достиг лишь 127 места в чарте Billboard. Синглы с альбома не выпускались. Выступление группы было на хорошем уровне, несмотря на трансформацию трио в дуэт. В альбом вошло 14 песен. Множество интересных аранжировок и версий известных песен сделаны по-другому, и некоторые звучат здесь лучше, чем их студийные варианты. Дьюи Баннелл и Джерри Бекли отлично справились с песенным материалом. До этого, в мае 1977 года, Дэн Пик покинул группу. В своей автобиографии Пик утверждает, что его исключили из группы после того, как он пропустил репетицию концертного тура, но позже Баннелл опровергал это, заявив, что решение уйти было принято Пиком после того, как Дэн обновил свою христианскую веру после многих лет употребления наркотиков и начал искать реализацию себя в ином творческом направлении. Как бы там ни было, сам Пик взял на себя всю вину за раскол группы. Дэн Пик вспоминал то время. Напряженность давно была частью динамики группы. Все 3 из нас были чрезвычайно конкурентоспособны, и это была игра с высокими ставками. И то, что когда-то было товариществом по принципу один за всех и все за одного, испарилось. Это могло стать довольно отвратительным. Я принимал гашиш, марихуану, кокаин, алкоголь, табак,
В 60-х и 70-х годах существовала определенная доля наивности в отношении употребления наркотиков. Оглядываясь назад, я искренне жалею, что не был трезвенником. Дэн ушел из группы, а уже на следующий год Пик выпустил свой первый сольный альбом, а Бекли и Баннелл продолжали работать как дуэт Америка, несмотря на редкие воссоединения на сцене в течение следующих десятилетий.